Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро расклад. Август 2024 года. События на пороге. Каковы события с первых дней месяца? И 3 главных события. Давайте узнаем, зададим разные вопросы нашим картам. У нас сегодня 2 колоды. И первая колода – это Таро ангелов, патронажа, поддержки ангелов. И вторая метафорическая колода – 78 дверей. И давайте рассмотрим с позиции позитивной психологии. Будем добрее к самим себе, к своей собственной душе. Где-то себя не подгонять. В целом период августа планетарно достаточно доброприятный. И для вашего знака зодиака обещает какие-то очень прекрасные либо сюрпризы, либо добрые новости, либо для самого себя что-то осуществить. Итак, давайте узнаем. Кому интересно, вы можете зайти на мой сайт. Я оставляла уже ссылку в вкладке «Сообщество» и прочитать гороскоп до конца 2024 года, узнать, какие энергии будут работать в отношении вас и сверить свое личное расписание или планируемые дела с расписанием звезд. Позже я опубликую также на август на своем сайте гороскопы, и оставлю ссылку во вкладке «Сообщество». Итак, мы зададим ключевые вопросы. Первый будет: что придет? Или, может быть, нам обрисуют сферы вашей жизни, те дела, которые будут как раз сфер касаться, и этому нужно уделить внимание, что наиболее продуктивно, перспективно может решиться в течение августа. Так если вот эта первая карта, что придет, вторую карту, что уйдет, может быть вопрос, который вы окончательно решите, закроете. А что будет продолжаться? Это на последующий период. Чем не соблазняться? На что соглашаться? И чего опасаться? «78 дверей» колода. Принципиальное значение имеют двери. Открыты, закрыты. И каков ключ? Смотрим 3 главных события. Опять же, может быть, и сферы жизни нам покажут. Хотя больше в этой колоде нам о метафоре говорят. Что же придет? Вот окончательно, посмотрите, вот такое подведение итогов. Тройка воздуха в этой колоде карт. И, кстати, не на каждой карте прорисованы ангелы. Это единственная, пожалуй, карта, где прорисованы не один, даже 2 ангела. Вас ангелы успокаивают. Была какая-то история связана либо с потерями, либо с разочарованиями. Может быть, это были какие-то ваши именно ошибки, когда вы понимаете уже, что эх, вот зачем же я там, допустим, сглупила, или вот надо было мне как-то там по-другому действовать. Вот что-то было, как грусть, разочарование, сожаление о чем-то, и теперь это уходит. Карта конкретно говорит о выздоровлении, что придет. Выздоровление, мои дорогие. Это когда какую-то прежнюю ситуацию мы оставляем в виде свершившихся событий. И на смену разочарованием приходит здоровое равнодушие. Да, было в нашей жизни. Никто из нас от этих минусовых эмоций не застрахован. Но теперь, видимо, происходит вот этот период осмысления, и когда мы более добры к своей душе. Поэтому и происходит выздоровление. У кого-то буквально может быть выздоровление, если на повестке у вас стоит вопрос вашего здоровья. Само по себе, как бы, или сам по себе период, когда с новыми возможностями у вас в августе открывается. Когда больше как и самодоверие, больше эмпатии к самому себе раскрашивает как раз вашу жизнь в более оптимистичные тона. Что же уйдет? Какой-то выбор. Вот, может быть, были сомнения. Прекрасная карта. Это не значит, что уйдет, хотя у кого-то может быть смена партнера, кстати. Но это реализация наших проектов за счет того, что мы определяемся, чем же теперь мы будем заниматься. Выбор сам по себе есть.
эмоции какие-то есть, но это старший аркан, и у кого-то проиграется буквально в личной жизни. Может быть, вы определяетесь по отношениям, когда прежде была дружба, а теперь вы будете переводить в новый формат ваши отношения, вполне вероятно. И тогда прежний как раз формат уходит. Что уйдет, мы спросили. И тут эта история, которая трансформируется. Или для кого-то из вас это может быть выбор в любой сфере жизни, когда, может быть, в предыдущий период вы пытались как двигаться в двух направлениях, или удерживали каких-то два знаменателя, две каких-то позиции, может быть, две работы, может быть, двух людей. А теперь пришло время определяться с чем-то. И вот этот окончательный какой-то выбор вы будете делать. Что будет продолжаться? Правда, вот он выбор, и вот мы выходим на совершенно новую стезю жизни, и ангел выходит вам навстречу. Это действительно поиск и нахождение правильного выхода из создавшейся ситуации. Вот в зависимости от вашего выбора будет и продолжение. По этой карте это совершенно новые возможности. И у кого-то это может проиграться, это решимость или все то, что я сказала по предыдущей карте, как смена работы или новое направление в ваших отношениях. И пусть даже вы человек семейный, и, может быть, вы не работаете, значит, есть все равно обстоятельства в вашей жизни или какие-то новости будут приходить, когда какую-то коррекцию в организации своей жизни вы будете делать. И это будет продолжено, что-то не завершается. Именно в каком-то новом ключе, с новым интересом, с новым вдохновением, мои дорогие. Это когда мы оставляем прошлое позади. И поэтому у нас это освобождение и происходит. Над нами какие-то прежние догмы уже не давлеют. Мы уже на совершенно новом пути нового качества жизни. Как-то так. Чем не соблазняться? Ну, вряд ли тут этим можно соблазниться. Пятерка выпадает с земли, и это карта всегда недостатка. Когда нам не хватает, два момента. Нам не хватает взаимопонимания. И второй момент, когда нам нужно решить какой-то финансовый вопрос. Поэтому можем сказать так. По этой карте проходит волнение. Поэтому волнением, понятно, не место. И соблазняться, кого они могут соблазнить. Нет как таковых, наверное, соблазнов, которые пытался бы кто-то вас обмануть. Или как-то, знаете, вот есть такое выражение двурушничать. Вот как бы иметь какой-то там свой сложный хитрый план и с вами провзаимодействовать именно в своих целях, в своих интересах. Нет, такого нет. Но и с вашей-то стороны нам тоже говорят, не добавляй недопонимания какого-то, не отталкивайся от какой-то прежней ситуации, не поставь себя где-то под угрозу в плане финансов, будь где-то более продуманным в конкретных вопросах, не совершай того, что может в принципе осложить вашу жизнь. На что соглашаться как раз наоборот. Вот куча немытой посуды, да, десятка жезлов или десятка огня в этой колоде. На что соглашаться? Кому-то делегировать вот эту груду немытой посуды, у кого-то буквально, мои дорогие девочки, вы любите свой дом, вы любите свое жилище, вы любите своих близких. Вам хочется сделать все идеально, чтобы у вас было все, ну, с какой-то долей перфекционизма, вот знаете, так вот комфортно, душевно. И вы забываете про себя. Поэтому вы не должны согласиться на то, что себя замыкаете только в разрезе или в рамках семьи, в рамках дома, или когда вы где-то берете на себя много обязательств, забывая про себя, ведь по этой карте идет усталость. И не соглашайтесь на какую-то усталость, а вот как раз согласитесь на чью-то помощь, мои дорогие. Вам кто-то и будет, возможно, предлагать ее, но, может быть, не в таком контексте, как вы это представляли. Тут самое главное добавить себе больше свободного времени. Вот где-то в этом контексте для вас посыл
августа месяца, чтобы, возможно, уделить это, лучше переложить это свободное время на пользу самим себе, на какие-то более вдохновляющие проекты, на то, что имеет для вас какой-то, вот, может быть, как личный план, ваши амбиции, вы хотите что-то создать, совершить или куда-то отправиться. Ведь часто по этой карте идет еще, знаете, как обособленность. Или мы как в рамках, может быть, в рамках собственного жилища, или в рамках каких-то собственных убеждений. А здесь нет, здесь нужно вот именно выйти из какого-то замкнутого пространства или из какой-то зоны ограничений. Оставить какую-то многозадачность, мои дорогие. И у вас к этому будет выбор конкретно. И будет, видимо, соблазн. Или нет, я сейчас сначала все закончу вот так вот, чтобы было идеально. А вот потом я уже приступлю к чему-то новому. А карта нам говорит, да ты оставь. И иди в это новое. Или оставь и чем-то более вдохновляющим займись. Переключи свое внимание. Вот эти две карты, они взаимосвязаны. Отчасти недопонимание, потому что вы перед собой какой-то поставили шаблон или табу. Или по деньгам, когда тоже вы кому-то очень много помогаете. И тогда тоже нужно пересмотреть свои траты, может быть, и по финансам, чтобы себя не обесточить. Или потратить на себя какую-то сумму денег, так, чтобы вы были рады, счастливы. Или, может быть, я могу допустить даже съездить куда-то в отдых. И август месяц – это часто сезон отпусков, даже если у вас нет отпуска, предположим, в этот период, но есть выходные. Поэтому обустройте как-то выходные, уйдите от быта, мои дорогие. И в какой-то этой степени будет касаться и мужчин, может быть, как предложение, уйди ты от работы какой-то. Не взваливай на себя груду дел и не добавляй еще какие-то новые. Отдыхайте. Вот все карты практически кричат об этом. Уставшие люди делают ошибки. И у нас с этого начался наш расклад, что да, какие-то были ошибки. У вас, ваша сейчас задача именно выздоровление. Дать отдых как и физически самим себе, так и дать отдых своей душе. Не пришпоривать самих себя. И, кстати, ретроградный Сатурн в рыбах вас может так немножко возвращать и говорить, ну где-то успокойся, не тормоши себя. Позволь себе какой-то более спокойный период жизни. У тебя все решится, у тебя все встанет по местам. Но в свое время все идет своим чередом. Поэтому отдыхайте, мои дорогие. Чего опасаться? Я не вижу, чтобы чего-то можно было опасаться. Единственное в контексте всех карт, это когда вы продолжаете какую-то прежнюю историю, или когда вы соглашаетесь на какой-то план, и вы его еще не продумали. Вообще прекрасная карта прогресса, планов на будущее, кстати, и партнерских отношений. Поэтому чего опасаться? Может быть, как выбор партнера стоит, мои дорогие. Ведь не случайно у вас карта выпадает, что вы делаете выбор. И вам действительно его делать придется именно в сторону людей проверенных и в сторону тех людей, я бы сказала, которые вас вдохновляют, которые не сумятицу в вашей жизни приносят, а которые как раз способствуют вот этому выздоровлению, и когда вы себя чувствуете хорошо. Прислушивайтесь к вашей интуиции, к вашей душе. Это будет очень важно. Будет она вам подсказывать, где ваше место под солнцем. Или, знаете, вот как мы делаем какое-то дело, и так в жизни бывает. И после этого мы чувствуем себя как-то расслабленно, чудесно. Или какой-то груз ненужный у нас как с плеч спадает. И это свидетельствует о том, что мы сделали правильный выбор. Или мы для себя сделали что-то хорошо. Поэтому вот чувствуйте, пытайтесь прочувствовать, где ваше хорошо. И если вы уже интуитивно, вы люди интуитивные, знаете, в каком направлении мне точно не стоит двигаться, что не имеет под собой продолжения, где меня, может быть, используют. Вот есть такие мысли, они могут быть, иначе не было бы выбора. Тогда прислушайтесь к тому, что говорит ваше шестое чувство. 3 главных события. Четверка пентаклей, карта жадины. Вам нужно продумать, как решить какой-то вопрос. И придется вам поступать по какому-то событию совершенно не так, как вы поступали прежде.
Может быть, какая-то была прежде затянувшаяся ситуация, которую вы думали, она разрешится сама, а вот нет. Будет в августе что-то, опять же, Его Величество выбор, когда от вас потребуются действия. Причем это не есть какие-то действия, которые для вас сделать сложно. Нет, тут именно решимость на что-то. Когда мы в дальнейшем поступаем совершенно не так, как предполагали по нашему плану. Девушка нам показана, она пытается продумать, как ей войти в эту дверь. И для нас совершенно очевидно, двери закрыты, да, но мы должны как будто попасть вот за этот забор. И если бы девушка поставила этот вопрос несколько иначе, нужно ли мне в эту дверь попадать? Ведь я хочу попасть в этот самый сад райский, который находится как раз за этой дверью. Ведь совершенно очевидно, что невозможно сделать, как будто уменьшиться, да, и войти в эту дверь. Мы не в силах такое волшебство совершить. Да и дверь-то она у нас не вырастет. Но тем не менее, чтобы попасть, выход очевиден. Девушке нужно просто перемахнуть этот забор. А это в ее силах. Мы сохраняем себя, мы сохраняем собственные возможности. Но есть какие-то действия, которые мы должны совершенно по-другому предпринять, чтобы оказаться вот в этом райском саде мечты. Саду мечты, точнее. Давайте мы узнаем, чем дело кончится. Здесь есть элемент сохранения, когда мы не должны собой рисковать в плане собственных денег. Вот поэтому денежный просчет, он у вас должен быть в реальности. Здесь не совсем про интуицию, здесь про именно увидеть, как обстоят дела. Или какой-то конкретный, может быть, финансовый вопрос. Так вот, чем дело кончится? Что за квантовый скачок? Хух. Карта победителя. Тут действительно дело кончится, и сумеете вы попасть в этот райский сад, перемахнуть этот забор, вы как будто какую-то проблему увидите с другой стороны. Или какой-то вопрос у вас получится решить как-то совершенно по-другому и в чем-то поставить точку. Что-то может способствовать вот как раз как и выздоровлению, так и вот этому правильному выбору. У нас человек сам открывает двери. Нет для вас закрытых дверей. Это победа. Вы входите как будто в зал, и вам рукоплещут. Карта победителя. Чем дело кончится? Победа. Какой-то вопрос вы решите, чем сердце успокоится. Вашей популярностью, переменами, вот сами по себе перемены, пространство, время вам помогает для себя что-то осуществить. У кого-то это может быть переезд, но еще и по карте колесница. Опять же, популярность для кого-то. Добавьте себе, может быть, популярности посредством интернет. Если у вас личное дело или бизнес, тоже, опять же, интернет, заявите о себе. Или, предположим, вы хотите развивать свое ремесло, творчество, заявите о себе или о своей экспертности. О вас как будто должны узнать. Не стоит бояться. У вас какая-то прекрасная траектория создания. Либо, если вы творческий человек, вы можете какой-то шедевр создать, книгу написать, картину или что-то сделать для себя очень хорошее. Или, может быть, это как новое знакомство у кого-то. Тоже такое может проиграться с тем человеком, с кем вам будет хорошо, светло и уютно душой. Главное, не оглядывайся назад. Вот нам об этом говорят карты. Выздоровление действительно от начала до конца. Тут как сама судьба берет вашу жизнь в руки и будет вам давать какие-то возможности. Но и от вас не застрять в прошлом. Это тоже будет такая задача. Поэтому встречай все то новое, что приходит на твой порог. Может быть, для себя какое-то путешествие, правда, организовать. Или это отпуск, я уже говорила. Или сменить вот эту какую-то надоевшую пластинку на какие-то более вдохновляющие энергии. Это все помогает и новые перспективы открывает. Второе событие. Ну, где-то не ищи темную кошку, черную, точнее, кошку в темной комнате. Не ищи груши на вербе, правда, я бы сказала так. Паш Кубков нам показан человек, который ходит с какой-то рогатиной. Да, мне уже писали по этой карте, что это лоза, это ищет воду. Но согласитесь, в наше время, вот поэтому художник и изобразил. Ведь эта колода не старая, это колода, которая, ну, наших дней. Нет здесь древних символов. Единственный символ, что это прежде когда-то искали лозой. Вот тот родник, источник. А теперь 1000 способов сделать это более быстро, более качественно и более надежно. Поэтому для вас
отдавать предпочтение всему тому, что качественно, надежно и более либо апробировано уже кем-то, и то, что не затратно, то, что не будет отнимать много времени, то, что не выглядит как-то эфемерно, а более конкретно. Поэтому, может быть, не увлечься каким-то проектом, не замечтаться, быть реалистом. Вот какое-то такое событие. Давайте спросим, чем же дело кончится? Быть реалистом. Знаете, если приходится вам что-то подождать, то здесь ожидание может быть двояким. Вот может быть ожидание, как мы только что с вами посмотрели, да, я сказала, не ищи вот эту черную кошку в темной комнате, ее там нет. Это тоже можно перевести где-то в позицию ожидания. Мы что-то ждем, мы что-то ищем, что мы ищем, непонятно. Ну, какие-то размытые грани конкретного дела или какие-то предложения, но двойственные. Какое-то, может быть, как тема предложена, но какая-то мутная. Люди вроде бы и говорят красиво, но сами тоже мутно непонятные. Вот если есть какие-то качели, вам туда не надо, а они у вас будут. Вы сами себе не должны создать их. Да, несмотря на то, что у кого период ожидания для вас как будто он может быть разным. И в данном случае может быть то ожидание только правдоподобно и как бы благополучно и вам способствовать, когда вот по старшему аркану умеренности нам, допустим, нужно дождаться, когда будет готов документ или оформятся какие-то бумаги. Девушка, изображенная на карте, посмотрите, ее ожидание, оно не затянутое сверх всякой меры. Двери нам показаны, они откроются, когда она наберет 2 кувшина. Вот всего-то время, то есть это как какой-то регламент, и он заканчивается, и вы получаете. То есть есть какая-то конкретика, понимаете? Вот я сейчас это делаю, а потом я это получаю. Какие-то четкие грани, чем дело кончится. Значит, любое дело, любое предложение нужно рассматривать с позиции надежности и какой-то конкретики по срокам. Чем сердце успокоится для вас, мои дорогие? Сердце успокоится от того, какой вы выбор где-то сделаете, это правда. Или не согласитесь на затягивание какой-то прежней истории, которая, понятно, ни к чему не приведет. Или не попадетесь, ну, в какую-то ловушку, когда для вас будет, для кого-то, вот как я, этот перфекционизм может служить этой ловушкой, кстати. Или могут служить люди, которые красиво говорят, но за ними ничего не стоит. Не наделяйте людей теми качествами, которыми они не обладают, и вы не попадете в какую-то, ну, ситуацию, которая для вас не будет служить прогрессом. Обратите внимание, в этой колоде очень красноречивая карта, чего нам не нужно делать. Нам действительно, вам, мои дорогие, придется действовать как-то по-другому. И быть реалистом дважды, может быть и трижды. Человек у нас пытается привлечь к себе внимание, он стучит, буквально барабанит в стеклянную дверь и пытается ее открыть. У него не получается, и он думает, что дверь закрыта. Он кричит громче, в надежде, что кто-то оглянется и придет ему на помощь. Но никто не приходит на помощь, никто даже не собирается в его сторону смотреть. Единственное, кого заинтересовали его действия, это маленькая девочка, и тоже в шутовском костюме, в таком же, как он одет и он. Она смотрит на взрослого человека и не может понять, чем это он занят. Руки у нее скрещены за спиной, она не собирается ему помогать. И карта, посмотрите, о чем нам говорит. Эта дверь открывается в другую сторону. Достаточно потянуть на себя и выйти. Вот для вас такой какой-то выбор, понимаете? Он в другой совершенно плоскости. Не так, как вы думали раньше. Вот не надо быть заложником собственного перфекционизма, мои дорогие. Вот где-то так. Или каких-то ложных мыслей. Для вас от начала до конца какая-то конкретика. Повторюсь еще раз, не ищите груши на вербе. И если вы сталкиваетесь с человеком, который пафосно говорит, это еще не значит, что его словам следует доверять. Будьте внимательны. Вот поэтому, может быть, нам и выпадает карта дуальности и партнерских отношений. Сама по себе добрая карта, но у вас чего стоит опасаться? Не все люди будут искренне и надежны. Третье событие.
Прекрасно, король Пентаклей, правда. Тут про надежность, тут про деньги, тут про теплый уютный дом, тут про сейф, тут про какие-то свершения. И король Пентаклей – это великий консерватор. И где-то это консерватизм, с одной стороны, это может быть спасением. Сложные, кстати, времена. И, значит, какие-то вопросы по части финансов вы решите, по части документов вы решите. Все то, что касается нашей конкретной жизни на злобу дня, все то, что осязаемо, вы, король Пентаклей, где-то вот такая энергетика. Да, это могут быть как вопросы семьи или выбора партнера, кстати, кто в отношениях, когда сам по себе выбор есть, стоит мне быть с этим человеком или нет. Наши близкие проходят, или бы помощь наших близких, опять же, людей проверенных, надежных. Но и энергетика, когда вы действительно можете сделать что-то так хорошо. Единственный момент, если мы про консерватизм, этот консерватизм может служить отчасти и наказанием, потому что более приземлен король Пентаклей. Нет у него какой-то должной степени вдохновения, поэтому вдохновение следует оставить. Но, тем не менее, вот такие расчетливые энергии, они вам помогают, как и в организации собственной жизни, работы, дома, и, может быть, и отношений. Что-то вы будете тут улучшать, продумывать, какой-то план составлять. Но, в принципе, к концу августа вы придете к тому, что вы останетесь собой довольны. Давайте мы спросим, чем дело кончится. Такие благополучные энергии. О, тройка пентаклей. Вы можете что-то изучать. По части заработков это могут быть дополнительный доход или какие-то новые, если вы занимаетесь бизнесом, ремеслом, творчеством, вы можете новые грани сотрудничества опять же рассматривать. Но по тройке пентаклей мы учимся, мы проходим, кстати, это карта экзамена, сдаем как экзамен, и у кого-то конкретно будут экзамены, вы поступаете куда-то. Или это вы какие-то курсы завершаете, и тоже экзамен. У кого-то из вас, мои дорогие, это жизненный экзамен. Человек делает сам свои двери, как будто сдает этот экзамен, и в последующем это приносит ему прибыль. Для кого-то обучение, вы чему-то учитесь, и для вас это будет как вторичный доход в последующий период. Знание, сила, буквально где-то говорят по этой карте. И несмотря на то, что Пентакли, как раз карта и говорит, что ты эти знания переложишь в какую-то материальную плоскость и в последующем сделаешь на этом деньги. Вот почему и король Пентаклей. Чем сердце успокоится, давайте узнаем. А вот будет найден выход вот из этого положения. По девятке мечей, обратите внимание, в этой колоде сидит человек в клетке, ничто ему не мешает. Две птицы смотрят на него и, видимо, думают, что ж ты там забыл, дорогой, мы почему-то поменялись местами. И от вашего желания будет буквально зависеть направление ваших последующих действий. Или у вас будет выбор, чем сердце успокоится. Или вы на что-то решитесь. Или для кого-то из вас все-таки будет риск застрять вот в каком-то прошлом. Вот среди зоны ограничений, как я говорила. Или замкнутого пространства. Или остаться в плену собственных вот таких убеждений. Вот эти две карты, кто... Я к ним возвращаюсь, но я уже не повторяю. Если чувствуете, имеет смысл, прокрутите назад. Все то, что я говорила. Вы не должны быть как в обособленном каком-то статусе. Для вас весь мир должен открыться. И это, по сути, вы делаете выбор. Либо вы выходите у кого-то из одиночества, у кого-то из какой-то зоны ограничений, либо вы остаетесь чего-то ждать. И ждуном быть нельзя. Нам вот здесь ведь снова говорили об этом. Как будто и здесь, по четверке, смотрите, три главных события. И во всех событиях проходит самая главная мысль. Мы можем чего-то ждать или чего-то непонятного искать. Мы можем пытаться что-то сохранять. А для нас будет важно как и вдохновение, так и новый путь, новые действия. Может быть, у кого-то новые отношения. И для этого нам нужно выйти из зоны ограничений. Ангел уже вышел вам навстречу. Вот такой для вас расклад на август, мои дорогие. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.